От имени нашей теплой ламповой мастерской поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Настало время вспомнить, что было сделано за этот год, и подумать о планах на следующий. За этот год нам удалось запустить большое количество новых моделей часов. Во-первых, это расписанные бетонные часы от Романа Неофиди в его уличном стиле. Как вообще понимать вот эти надписи? В некоторых я, в принципе, читаю Неофиди. Вот тут я вижу. Ну, в большинстве вот именно стрит-арте уличная культура. Вот здесь уличная культура, здесь... И от Дмитрия Ламонова. Обожаю его часы день-ночь. Хотелось сделать такой диптих, можно сказать, это в искусстве, когда два произведения искусства, они неотрывны друг от друга, они вместе как бы. И вот, собственно, эти две модели, они дополняют друг друга. Это модель ночь, а это модель день. Во-вторых, это модели на Ин-12 лампах. Спутник-1 и Луноход-1. Они мгновенно стали очень популярными. После мы запустили модель Луна-2 из цельного куска дерева. Это был американский орех и термоясень, и из цельного куска металла, из алюминия. Они получились просто потрясающими. В-четвертых, мы запустили модель крыло DC3 на гигантских N18 лампах и не менее интересную модель MiG-15 на лампах Ин-14. И в-пятых, стоит упомянуть нашу марсианскую серию часов Марс 2024. И первые образцы из этой серии я подарил Илону Маску. Об этом на моем канале есть целая серия выпусков. Если не видели, обязательно посмотрите. Не стояла и разработка новых устройств. Правда, в этом году нам анонсировать что-то новое не удалось. Но в следующем, уже в январе-феврале, мы запустим новые часы на вакуумно-люминесцентных индикаторах. И они просто великолепны, уж поверьте. А еще в следующем году мы наконец выпустим наш долгострой на ручные ламповые часы. Уж очень сложный получился проект. Ну и, конечно, в целом разработка не будет прекращаться. У нас еще в планах термометры, 1, 2 и 4 ламповые часы. Друзья, а как прошел ваш год? Напишите внизу в комментариях. Благодарю мою команду за высококлассную работу и вас, мои подписчики и владельцы часов, за поддержку, которую вы оказывали весь этот год. Желаю вам счастья, здоровья и исполнения всех ваших мечт. До встречи в новом 2020 году. Часы «Спутник-1». Выполнены они в ретро-стиле, вдохновлялись мы советскими радиолами и телевизорами. И дизайн, в общем-то, получился минималистичный, ничего лишнего. Здесь использовано максимум машинной обработки и минимум, насколько возможно, ручного труда. Часы имеют 3 слоя, и все 3 слоя делаются из одной доски в один проход. И уже это существенно снижает стоимость данной модели. Мы решили продолжить тему с лампами Ин-12 и запустили часы Луноход-1. Модель получилась очень удачной. Особенно мне нравятся грани, как они играют на свету и в тени. Сами лампы мы утопили в корпус, в отличие от того же спутника. Они напоминают иллюминаторы космического корабля. Ну и материал – это термоясень, который так полюбился заказчикам спутника. Мы решили использовать его также и тут. Однако замечу, что опыт спутника позволил нам еще сильнее оптимизироваться и сделать эти часы дешевле. Модель Восток-2. Она есть в 2 вариациях – из дуба и из ясеня. Это кнопки, разъем питания. И сзади вы можете увидеть маркировку на лампах, знак СССР и год. Вообще надо заметить, что каждые часы имеют свой неповторимый рисунок и фактуру, потому что дерево – это живой материал. А если вам понравилась данная модель Восток-2, обязательно обратите внимание на премиальную линейку Восток-2 Black.
Они сделаны из более дорогих материалов, более дорогого дерева, ореха, абаша, лунного эбена и сразу по умолчанию имеют премиальную упаковку. Приглашаю вас посмотреть на наши новые часы Луна 2. Данная модель обещает стать очень популярной и составить конкуренцию нашей топовой премиальной модели Восток 2 Black. Корпус сделан из единого куска дерева и пропитан воском. Поверхность идеально отполирована. Довольно долгое время меня не покидала идея о том, чтобы сделать часы из бетона. Мы взяли корпус часов Saturn 5, использовали его как мастер-модель и отлили несколько вариантов из бетона. В итоге мы решили, что надо экспериментировать и запустили множество разных вариаций. Вот сами посмотрите, по цветам, по фактуре. По-моему, получилось классно. Друзья, всем привет! Меня пригласили в эфир на радио «Максимум», и это был мой первый подобный опыт. Сейчас я расскажу, как это было. Мне предложили взять спутник, и я подумал, почему бы им не может стать наш мастер по корпусам Петр Васильевич. Да, Петр Васильевич с нами с 2012 года, почти с самого основания компании Past-Indicator. И все самые хитовые модели, которые у нас есть, были сделаны именно им. У меня в студии прямо сейчас представители компании Past-Indicator, которые с 2012 года они производят уникальные часы с советскими лампами. Мне от дедушки досталось очень много разных вещей. И вообще он вдохновитель всего моего проекта. Он в молодости был радиоэлектронщиком, и он всю жизнь собирал и работал с разными устройствами, которые сохранил и передал. Вот сейчас я, например, изучаю его коллекцию бобин. Там разные музыкальные записи, и даже есть записи моих родных. Большое спасибо Адаму за классный час и эфир. Было очень приятно с тобой познакомиться. Сегодня мы участвуем в выставке подарков в гостином дворе. Давайте я вам расскажу про новинки. Во-первых, у нас появились расписанные бетоны от каллиграфа, который делал для нас в одном из прошлых выпусков табличку на часы, которые мы дарили Кейси Нейстату. Каждые часы индивидуальны, каждые часы делаются в единственном экземпляре, все последующие будут другими. Еще одни часы, еще одна новинка, это вот эти часы день-ночь от другого художника. Он их делал, прорабатывал 2 недели, и получилась довольно интересная версия. Вот такие ночь со звездочками и день серебристый. И еще хочу вам показать наш эксперимент с бетонными часами. Мы их покрыли металлом, латунью. И получилась вот такая версия. Друзья, привет! Привет! У нас в гостях Дима Ламонов, специалист по кириллическим шрифтам. Для нас он расписал вот эти прекрасные часы, и сейчас мы поговорим поподробнее и расскажем все и про Диму, и про часы. В целом вообще мне понравился сам продукт, потому что вот эта вот технология газоразрядных индикаторов, да, она такая, ну она уже известная довольно давно, но она как бы сейчас не особо-то, наверное, применяется в нашу эпоху Apple Watch, айподов, айфонов и так далее, да, и вот она смотрится оригинально среди всего этого современных технологий. Наверное, можно параллели провести с кириллическим шрифтом, что это тоже что-то уже забытое. Раз это часы, значит, соответственно, это тема времени, и как бы логично что-то на эту тему пофантазировать. И так как кириллическая каллиграфия, то прибавляем тему времени, и возникла идея
написать поговорки, пословицы на тему времени. Первая поговорка — это «дело время потехи час». Вторая поговорка — «век долг, да час дорог». Был подобран текст, а дальше я уже эскизировал, подбирал композицию, как это будет написано как бы на самой основе, да, как это будет размещаться композиционно там. Роман, слушай, вообще вот эта тема в каллиграфии, в стрит-арте, она появилась недавно. Я даже не знаю, если честно, как она называется правильно. Расскажи вообще про это явление. Это направление, так сказать, смесь каллиграфии и стрит-арта, называется каллиграфити. Вот. Оно появилось уже достаточно давно и постепенно началось двигаться с Запада к нам в Россию несколько лет назад. Слушай, а сколько вообще времени занимает роспись, разработка, наверное, и роспись корпуса? Примерно день. То есть вот на один корпус, возможно, даже день на два. То есть бывают схожие идеи. Вот, например, вот в этих корпусах они были схожи, и я их исполнил за один день. Вот, то есть от задумки до реализации. Роман, расскажи, пожалуйста, подробно про то, как делались одни из этих часов. Ну вот, например, вот про эти. Давай. Что конкретно можно рассказать по этим часам? Во-первых, композиция здесь многослойная. То есть что это значит? Идет черный фон, далее красная каллиграфия, такая готическая. Плюс еще, здесь есть черная каллиграфия на черном фоне. Она еле-еле виднеется и придает такой достаточно такой 3D-объем. Но чтобы, опять же, придать какой-то смысл и такую небольшую расшифровку, я добавил несколько экземпляров этой надписи именно в таком читабельном стиле. И получилась очень интересная смесь по стилистике. И также композиционно разбросаны разные брызги и красного, и белого цвета. И все это очень интересно дополняется. И также есть пустые пространства, которые тоже обыграны. Очень интересно. Вот такие вот часы получились. Привет, меня зовут Вадим Антонов, и я хочу рассказать вам историю о том, как я решил подарить подарок Илону Маску, и как с вашей поддержкой я отправился в США, чтобы осуществить это. Все знакомы с Илоном Маском и его революционными проектами Tesla, SpaceX, Boring Company, Neuralink и так далее. Я по-настоящему восхищен этим парнем, но больше всего мне нравится его проект по колонизации Марса. И поэтому я решил подарить ему подарок. Это ламповые часы, которые посвящены первому полету людей на Марс в 2024 году. Представьте, скоро человечество станет мультипланетарной цивилизацией. В линейке Марс 2024 трое часов. Марсианский камень, не настоящий, конечно, это красный мрамор. Потом запуск ракет, металлические части в этих часах сделаны из титана. Этот материал активно используется в ракетостроении. И третьи часы – это уличная культура, расписанная вручную романом Неофиди. Чтобы подарить Илону Маску подарок, я решил отправиться в Силиконовую долину, в штаб-квартиру или на завод Tesla. И в один прекрасный день я полетел из Москвы в Нью-Йорк. В этом городе я пробыл 2 дня. И чтобы быть уверенным, что Илон Маск точно получит подарок, я запустил серию постов в социальных сетях, чтобы получить от вас поддержку. После этого я полетел в Лас-Вегас, где арендовал машину. И пробыв там 1 день и почти встретившись с Дональдом Трампом, кстати, историю про это смотрите на моем канале, я отправился в Лос-Анджелес, город фантазии, Голливуда, и посетил там легендарный пляж Венес-Бич и пирс Санта-Моника.
И проехав через парк Йосемити с его прекраснейшими водопадами, горами, я наконец-то добрался до города Сан-Франциско и Силиконовой долины, центра технологий и мировых корпораций. Возвращаясь к постам в социальных сетях, ваша поддержка помогла мне познакомиться с парнем из Tesla, Сергеем Миковым, и он помог мне выполнить мою задачу. Вместе мы отправились на завод Tesla, к главному входу, с огромным ящиком, полным часов, сувениров по космической тематике. И девочка на ресепшене была очень удивлена, кто мы такие, зачем мы пришли. Она спрашивала дважды, но когда Сергей показал свой бейджик, это очень сильно помогло. Ну и после этого была долгая проверка службы охраны. Они досмотрели ящик вдоль и поперек. Они посмотрели на часы, попросили их включить, выключить, изучили все внутри, изучили все сувениры. А потом они позвали начальника охраны, и снова все по кругу то же самое. Но в конце концов они приняли ящик и сказали, что уведомят Сергея, когда Илон Маск получит свой подарок. Спасибо всем за внимание и до встречи на Марсе.